Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами доработаем заводские насадки. Я сделала белковый крем и масляный крем-глазурь. И сейчас для начала мы сделаем заводскими насадками. У нас получатся такие, фу, кошмар, такие цветы, ужас. А потом мы оденем доработанные, утонченные насадки. У нас получится просто вау, великолепные, красивые цветы. Я взяла самые популярные 3 насадки для кремовой флористики. Это основные насадки. Первая насадка 124К. Это насадка прямая, зауженная. Этой насадкой очень красивые получаются прямые лепестки. То есть это ранункулюсы, розы разной формы. Но с производством она приходит слишком узкая. И когда делаешь не доработанной насадкой, то получается волнистая ленточка вместо лепестка. Ее мы будем расширять. Вторая насадка 123 или 122 обычно в работе используются. Они совершенно одинаковые. 122 чуть поменьше, 123 чуть побольше. Это очень полезная насадка. Ею можно делать пионы разных видов, круглые цветы разных видов. То есть все цветы, которые похожи на пионы. Она приходит очень широкая. Видите, у нее какая широкая попа. Из нее широкопопые пионы получаются. И поэтому ее нужно заузить. Насадка 104. Идеальная насадка для зелени. В основном зелень делается на цветках. И для некоторых видов крема можно этой насадкой зелень сделать на пергаменте. Потом ее засушить или заморозить и поставить на торт. Насадка 104 или 103. Прямая насадка. Мы ее зауживаем, потому что она приходит с производства слишком широкая. Ну что ж, давайте сделаем цветы заводскими насадками, чтобы потом было с чем сравнить. Вот у меня 2 пакета с 2 недоработанными насадками. Насадка 123 от Эко и насадка 104 для зелени. Насадки недоработаны, и ими я сейчас буду делать цветы. Давайте начнем с пиона. Так, мы делаем основу, все как обычно. И начинаем делать лепестки. Ну вот первое, что меня не устраивает, это тяжелый низ. Вот эта часть, она слишком широка. Это значит, у меня пион будет толстенький. То есть мне прям, уже учитывая опыт, все равно тяжело делать. Нет утонченности в лепестках. Они толстые лепестки. Меня это смущает. Даже мы сейчас сделаем большой пион. Ну, как бы смотрится неплохо, но толстые. То есть я не могу больше лепестков добавить. Я ограничиваю себя количеством лепестков. Так, теперь берем зелень. Насадка 104. Но зелень более-менее нормально выглядит на недоработанной насадке. Этой насадочке нужно поджать только нижнюю часть. Так, ну что ж, вот наш пион. Теперь делаем ранункулюс 2 недоработанными насадками. Я одела на тот же пакет насадочку 124К. Она слишком узкая. Мы сейчас попробуем ею сделать ранункулюс. Для основания мы делаем 104 насадкой такую башенку. Башенку делаем. Ну, у 104, да, толстоватая лишь нижняя часть. Можно работать, это как бы не смертельно, но все равно полезно, чтобы она была уже. Опять же, больше лепестков мы можем положить, особенно это актуально на белковом креме. Так, теперь мы взяли 124К недоработанную и будем пытаться сделать лепестки. Вот самая первая проблема, с которой мы сталкиваемся, это излишняя тонкость насадки дает
закручиваемость этим лепесткам. То есть они постоянно пытаются завернуться в одну или в другую сторону. Здесь у меня пока на мелких лепестках видно только то, как закручивается начало, но это уже проблема, потому что на цветке все равно это все будет видно. Особенно это видно на больших лепестках, потому что они прям так хотят завернуться. Я лепесток не могу ровный сделать, даже при всем при том, что уже рука набита на цветы. Я сейчас пока разглаженные пионы кладу, лепестки. Но вот еще чуть-чуть, и мне нужно будет делать прямые лепестки с краю, да, с боков, чтобы красиво было. Они у меня все кучерявятся. А нужно, чтобы я эти лепестки кучерявые делала специально сама, сильным нажатием. А здесь у меня как ни нажимай, все равно получаются лепестки кучерявые. То есть вот такие, как гармошка. А мне нужны прямые. Берем пакет с зеленью, делаем зелень. Зелень не критично. Ставим. Настала очередь масляного крема. Мы также делаем цветы недоработанными насадками. Начинаем с пиона. Вот у меня недоработанная насадка, и я делаю пион. Делаю основание. Ну, на масляном креме это видно втройне, заметно. Недоработанная насадка, слишком толстая, это вообще, конечно, прям беда. Вообще никакой тонкости лепестка, низ широкий, очень тяжело делать. Прям очень тяжело. Вообще цветок другой. Я не узнаю свой пион. Ой, беда. Вообще, я даже не знаю, честно говоря, сделаю я или нет. Но он прям будет слоняцким. Ой, смотрите. Во-первых, у меня куча крема ушло. Я из этого количества я бы уже 2 сделала. Причем носик такой прям узкий-узкий, а низ широкий. Ну, просто беда, а не пион. Я даже ничего хорошего сказать не могу. Так, теперь делаем зелень. Так, ну, зелень, что там, что здесь, не очень критично в таком состоянии. Как бы здесь больше уже для своего спокойствия нужно поджать эту 104-ю насадку. Все равно будет зелень изящней, если мы подожмем. Ставим это чудо на место. Теперь делаем недоработанной насадкой 124К, которая слишком узкая, делаем ранунклюс. Берем 104-ю насадку для основания, делаем основание. Так как масляный крем, он более тонкий, чем белковый, он прозрачный. Да, поэтому мы можем положить намного больше лепестков и придать утонченность цветку. Это при условии, что насадки оптимальны для работы. Так, здесь у нас первые лепесточки. Здесь тоже на этом креме особенно будет заметно, что насадка слишком узкая и лепестки кучерявятся. И в те моменты, когда они должны быть ровными, это особенно важно для ранунклюса, они начинают ходить ходуном и закручиваться в разные стороны.
И иногда лепесток настолько тонкий, что он не держит форму. То есть он начинает вот, видите, мне нужно большой лепесток положить, длинный. Я на него нажала, чтобы он удлинился и стоял как мне надо, а он все. И предыдущие лепестки ломаются. То есть жму я по привычке, как обычно делаю. И у меня получаются вот такие вот кучерявые лепестки. Вместо тех, которые мне нужны. Вместо прямых. Ну или слегка изогнутых, но не такой степени. Так, ну зелень у нас и здесь все хорошо срабатывает. Представим, что мы делаем листву на торте. Вот наш листик пошел, пошел, пошел и возвращается обратно. Так, пошел, пошел, пошел и вернулся. Ну, я говорю, для зелени не прям так критично, я тут особо не привязаться. Неплохо, нормально, как бы я подзагнула бы, но не критично. Зелень из белкового крема. Вот наш листик пошел, вернулся. Я говорю, хотелось бы немножко потоньше, но не критично. Насадка неплохая. Можно ей работать, можно делать всякие завитки интересные зелени. Давайте приступим к делу. Нам понадобятся плоскогубцы, любые, какие вы найдете. И можно гвоздь использовать, лишь бы вы не поранились. Если совсем ничего под рукой нет, шила, например, толстого или гвоздя, возьмите гвоздик. У него тоже есть вот такая вот классная штуковина, которой можно доработать насадку. Давайте начнем с узкой насадки 124К. Мы начнем с самого сложного. Нужно ее расширить. Вы из-под низа, да, просовываете инструмент, который вы нашли, в данном случае у меня ножка гвоздика, и потихоньку начинаете раздвигать. Ну, тут надо силу приложить, то есть это все так тяжело делается. Один раз помучаетесь, и потом будет у вас хорошая насадка. Потом на серединку надавливаете, и нужно, чтобы вот это вот шило или ножка пролезли прямо сквозь насадку. Вот так. Не бойтесь, что она поцарапается или как-то останутся царапинки на насадке. На цветах этого видно не будет. Вам нужно ее расширить, поэтому вы задвинули, немножко подвигали этой штукой вверх-вниз, насколько смогли. Вот так, туда-сюда, туда-сюда. И теперь вытаскиваете. Вытащили. Видите, она уже стала шире. Вот у нее посерединке изгиб. Это очень хороший результат, если у вас сразу так получилось. Теперь нам нужно посмотреть. Обычно такой носик хорошо работает на цветах. Но если у вас получился этот носик шире, то лучше его слегка поджать. Но сейчас мы еще раз прогладим нашу насадку. И постараемся изнутри сгладить вот это широкое место, которое у нас посерединке получилось. То есть, чтобы мы его сгладим к основанию. Это толстая сторона насадки, это узкая. Поэтому мы потихоньку это все сверху тоже засуньте и поводите, чтобы это все сгладить. Чтобы у нас получилась вот такая вот ровная насадочка. Теперь, чтобы слегка подогнуть кончик, вы ставите насадку на стол
прихватываете с краю и совсем чуть-чуть сжимаете. У нас получилась ровная, хорошая, доработанная насадка. Пробуйте сделать из нее цветок и смотрите, где вам что-то надо доработать. Ну, не очень ровно, например, у вас выходит. Здесь может быть тонко еще. Еще раз засунули, просунули сюда в основание насадки, еще слегка расширили. Здесь очень толсто, слегка здесь поджали. Пережали, снова засунули и расширили. То есть этот процесс постоянный. Если вы очень любите фасолевую пасту, то вот такой вот незауженный кончик вам весьма подойдет, потому что у фасольки краешки рвутся. И у масла бывает краешки рвутся. Чтобы краешки не рвались, расширяйте вот этот носик, вот этот узенький. Белковый крем любит, когда носик узкий. Теперь процесс не менее интересный, но более легкий. Нам нужно заузить насадки. Вы заносите, да, кусачком. Ой, не кусачком, а к плоскогубцам. И хватаетесь и зажимаете. Потихоньку жмите, за один этап у вас не получится, потому что насадки достаточно плотные, лишь бы вы не поранились. Я уже сузила, видите, нижнюю часть, она уже стала более симпатичная. Среднюю часть сужаем, поставив насадку на поверхность ровную. И сверху заносим наши плоскогубцы и потихонечку, двигаясь от широкой части к узкой, сужаем по всему вот этому полукругу. И уже у вас тут опять же тоже по желанию пошире, поуже, вы все это уже регулируете сами. Я люблю насадки поуже. Я и делаю поуже. Чтобы это все было равномерно, небольшими порциями все сужаем. Ну вот, насадка готова. Здесь с кончиком то же самое. Если вы любитель фасолевой пасты, оставьте здесь как есть. Если на белковой, попробуйте еще слегка здесь сузить. Но сначала попробуйте сделать. Если что-то нужно доработать, снимайте насадочку и дорабатывайте. Одного раза вам хватит. Вот вы сделаете сейчас насадочки и будете потом радостно ими пользоваться всю жизнь. Насадка 104, маленькая. Здесь нам нужно зажать только низ. Самую толстую часть вы просто поджимаете. Если у вас соскочили плоскогубцы, здесь вот осталась неровность, берете ваше шило, гвоздик, что угодно, и слегка здесь равняете. Ничего страшного, на цветах этого будет не видно. Вот мы ее поджали, слегка сгладили. Все, насадочки готовы. Мы их с вами доработали. Теперь из них будут получаться красивые, классные цветы. Мы доработали насадки. Давайте теперь посмотрим, какие красивые, великолепные цветы из них получатся. Ну вот, посмотрите, какая у нас тоненькая, красивая насадка. Давайте ею сделаем пион. Видите, даже основа уже отличается. Мы можем сделать больше лепестков по кругу, да, если так, прям грубо говоря. Так, теперь дальше действуем. У меня уже основание само уже, видите, вот он, низ лепестка, он тоньше, и сам лепесток изящней. Я могу его и в одну, и в другую сторону положить. И сами лепестки тонкие, я могу больше лепестков положить. Особенно это важно для белкового крема, потому что крем непрозрачный, и нам нужно оставлять воздушное пространство между лепестками. Вот теперь я большие лепестки делаю, они также прекрасно держатся.
У меня повторные лепестки пошли и высокие, красивые, все держится. У меня очень воздушный крем получился. Ну, какой большой, красивый пион. Так, зелень. И ставим пион. Делаем ранункулюс из белково-заварного крема доработанными насадками. Так, вот делаем основание. 104-я насадка доработанная, она тоньше, у нее низ уже. Вверх мы немножко подправили, посмотрели, как будет лучше. И вот я могу положить больше лепестков, они тоньше. Сделала высокое основание и беру доработанную насадку 124К. Делаю лепестки. Они ровненькие, нужной толщины, хорошо держат форму. Немножко подворачиваются, но это не страшно. Можно немножко тоже подправить или оставить как есть. С этим можно прекрасно работать. Самое главное, что у нас эти лепестки ровные, красивые и хорошо держат форму. Самое главное, что они держатся прямо, когда мы их укладываем на цветок. Красивые такие вот ровные лепестки. И, конечно, те лепестки, которые мы сами хотим закудрявить, да, сделать более кудрявыми, мы можем сделать просто либо изгиб рукой, либо надавить посильнее на пакет. То есть мы это можем контролировать. Смотрите, какая красота. Ровные лепестки. То, что надо. Делаем листву. Тоже эти листики с более тонкой насадкой. Насадки получаются более изящные. Это тоже очень важно, потому что белковый крем сам по себе плотный, и нам нужно изящество добавлять тонкостью лепестков. Делаем пион масляным кремом глазурь, доработанной насадкой. Насадка 123 Атека. Так, мы делаем основание. Видите, какой тоненький лепесток. Как все приятно делать. Прям чудо. Это просто невозможно сделать недоработанной насадкой. Вот бутон пиона. Здесь можно сделать зеленые такие чашелистники, и будет идеальный бутон. Так, сюда накладываем лепестки. Тоже создаем объем. Вот они тоненькие. Я могу кучу лепестков положить, сколько хочу. На высокой основе у нас пион. Отличные тоненькие лепестки. Я тут уже и так, и сяк его расширяю. То есть тут можно на него понавешать еще кучу лепестков. И он у нас остался высоким. Так, теперь мы делаем к нему листики. Тоже они такие тоненькие, красивые.
Сейчас будем делать ранункулюсы из масляного крема, глазурь, доработанные насадками. У меня осталось совсем немножко крема, но нам обязательно нужно сделать ранункулюс. Делаем основание, доработанное насадкой 104. Лепесток тоненький, можно тут положить очень много лепесточков, закрутить. Конечно, на ранункулюсе видны только верхние листочки, но бывают такие маленькие зеленые бутоны, где тонкость насадки сыграет ключевую роль. Сделали основание. Теперь приступаем к лепесткам ранункулюса. Насадочка у нас доработанная с вами. 124К насадка. И мы делаем лепесточки. Вот посмотрите, какие они ровные. Они толще, да, чем у нас были с недоработанной насадкой. И может показаться, что чем тоньше лепестки, тем лучше. А нет. Они не держатся, не стоят, а эти лепестки поддаются полностью дрессировке. Вот как я хочу, чтобы они себя вели, они так себя и ведут. И при лишнем нажатии на пакет она у меня не будет кучерявиться. Вот, посмотрите, они ровненькие. И длинные лепесточки как хорошо у нас идут. Цветок мы потихоньку приоткрываем. Даже вот эти лепестки, которые волной идут, они не так кучерявятся, как из недоработанной насадки. И вот мы делаем повторные лепестки. Можем в одну сторону сделать, можем в другую. Видите, с этой стороны я нажала посильнее, у меня закучерявились, но это я могу это контролировать. Совсем мало крема осталось, но мы доделаем лепестки. И добавим зелень. Настала очередь для зелени. Начинаем с масляного крема глазурь. Доработанной насадкой делаем листву. Ну вот на листве это не так сильно заметно. И даже, как иногда случается, если слишком тонкой насадкой делать листики для заморозки, например, на масляном креме глазурь, то потом их тяжелее снять с пергамента, потому что они очень тонкие. Поэтому на листве конкретно это не сильно скажется, но на каких-то мелких бутонах из зелени то это будет заметно. Теперь делаем листочки из белково-заварного крема, доработанной насадкой. Так, ну вот мы укладываем листики. Очень красиво смотрится, когда вы на торт кладете один листик на другой, такая пышная зелень. Ну, мне даже листву, хотя я уже говорила, что это особого влияния не оказывает, даже листву приятнее мне делать доработанной насадкой. Как-то она гармоничней. Удобнее работать ею. Ну что ж, давайте сравним результат. Здесь вот по левую сторону у меня сделаны цветы заводскими насадками, по правую сторону сделаны доработанными насадками. Давайте начнем с пионов. Вот пион, который сделан заводской насадкой.
Если его сравнить с пионом из доработанной насадки, мы видим сразу, что лепестки здесь толстые, да, здесь тоньше лепестки, что позволило сделать лепестков больше. То есть здесь бы я, может быть, и хотела закучерявить некоторые лепестки так же, как и здесь, но я не смогла. То есть вот эта толщина низа насадки сразу расширила пион и не позволила мне навешать сюда еще каких-то мелких лепестков. Также пространство меньше между лепестками вот этого воздуха, который позволяет нам белковый крем сделать воздушным и как бы, ну, условно прозрачным, да, для цветов. В любом случае доработанная насадка лучше и круче смотрится, вы сами это видите. Ранункулусы. Ну, здесь даже, наверное, не надо показывать, где какой насадкой сделано. Заводская насадка дала слишком тонкий лепесток, вот он кучерявился, я не смогла даже создать ровный круг цветка, чтобы лепестки ровно держались, чтобы они начинались и заканчивались как бы округлой такой вот дугой, все какие-то вот неровные. А доработанной насадкой все цветочки, все лепестки одинаковой толщины, мне получалось их укладывать, вытягивать, они не кучерявились, и получился красивый круглый ранункулус. И в принципе было намного удобнее работать. Абсолютно та же самая история видна на масляном креме глазурь. Я специально сделала два разных крема, чтобы было видно, что доработанная насадка хорошо работает на любом креме. И на фасолевой пасте, и на креме Шантифлекс, и на представленных вот этих двух кремах. Также толщина лепестка влияет на живость цветка, на количество лепестков, которые мы можем положить на цветочек. Особенно это видно на ранункулусах, да, то есть вот он прямой лепесток, он красиво лежит, все гармонично, лепесток за лепестком, нет никаких лишних каких-то завитков. А если и появляются завитки, то это четко под моим контролем, и именно там, где бы мне хотелось. В зелени очевидной разницы не видно, но еще раз вам говорю, что намного комфортнее работать доработанной насадкой, когда она у вас заужена. Дорогие друзья, если у вас вдруг не получались цветы, то, скорее всего, дело не в ваших руках, а в ваших насадках. Просто доработайте их и делайте цветы в свое удовольствие. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и посмотрите вот это видео по обзору насадок.